Всем асо! На связи Александр Верещагин. В этом видео я поделюсь авторской методикой локализации страниц приложений в Google Play и App Store. Модель 5А состоит из двух шагов – подготовка и локализация. Многие асошники пропускают первый пункт и сразу переходят к переводам. Пишут текст на родном языке, отдают носителю, загружают в Store, а потом пишут в асо-приветах «У меня просели позиции». И самая частая причина в том, что переводчик использует не те ключи, которые нужны, или не в том количестве, или составляет текст не исходя из семантического ядра, а просто дословно переводя текст. Но об этом мы поговорим позже. Первый этап обязателен. К нему относятся анализ рынка и анализ конкурентов. Вы должны убедиться, что приложение востребовано на новом рынке и имеет положительный коэффициент рентабельности инвестиций. Задайте себе вопрос, есть ли у местных пользователей необходимость в нем и готовы ли платить за него или за отдельные функции. Для анализа рынка подойдут два инструмента – PEST-анализ и SWOT-анализ. Вы должны проанализировать пользователей с точки зрения их демографии, привычек, предпочтений, культурных и языковых нюансов и других характеристик. Но эти инструменты нужно адаптировать к нашей сфере деятельности. Например, включить такие пункты, как процент пользователей в сторах, цветовые предпочтения, скорость мобильного интернета и тому подобное. Вся эта информация есть в свободном доступе в интернете. Нужно выделить значительное время на ее поиск и подтверждение. Например, для анализа индонезийского рынка мы использовали опросы. Результаты изложили в статье в блоге Asodesk. Ссылка на статью будет в описании. Как вы понимаете, это процесс не одного дня. И если в команде один асошник, то это затормозит всю работу. Поэтому лучшим решением будет отдать задачу на аутсорс с четким ТЗ. После тщательного изучения рынка мы переходим к изучению конкурентов, проводим анализ их активности, изучаем историю изменений и проводим аудит страниц. Необходимо использовать все возможные данные о конкурентах в сторах и за их пределами. В результате первого этапа модели получаем черновую стратегию продвижения и адаптации под рынок. Также анализ может показать, что необходимо внести изменения в дизайн самого приложения или в его платные услуги. Возможно, бесплатные услуги для новой локали будут более ценны, чем платные, поэтому потребуется адаптация подписок. Выпуск локализованной версии приложения очень похож на выпуск новой версии, только более подходящей для целевого рынка. Надеюсь, ваши лиды делали такой анализ для родного региона, а не как всегда. Ну и сейчас популярно, почему бы и нет. После того, как мы собрали всю аналитическую информацию, мы можем приступить к адаптации наших страниц и начнем с адаптации визуала. Цветам присущи ассоциативное восприятие и определенная информационная нагрузка. Для различных стран цвета могут иметь различные значения. Например, в США белый символизирует чистоту, а в Индии – символ траура. И необходимо свериться с цветовым колесом Дэвида Маккандлеса. Если вы детально провели анализ рынка и конкурентов, то отсутствие идей по адаптации визуала быть не должно. А если вы никогда не делали это, то в описании будет мой личный шаблон. Скачивайте и работайте в удовольствие. И вот мы переходим к самому сложному, но интересному шагу – адаптации текста. Локализаторы в команде работают по следующему алгоритму. Лиды проектов пишут текст на русском языке, локализатор отправляет носителю английского на перевод, после этого текст отправляется носителям других языков. И чаще всего переводчики без особого интереса прибегают к дословному переводу. Были и такие индивиды, которые делали перевод через Google переводчик. Найти грамотных переводчиков, особенно в геймдеве, задача нелегкая, поэтому готовьтесь. Но нужна ли адаптация? Да. Тексты перевода всегда нуждаются в адаптации под культуру. Носители понимают, кто писал текст. Среди частых замечаний я слышал: отсутствуют аббревиации, фразеологизмы, слишком технический язык, отсутствуют устойчивые обороты речи, ошибки, неверные синонимы слов, переизбыток лексических единиц и тому подобное. Если вам не хватает ресурсов и времени, есть два варианта: базовое понимание построения предложений плюс машинный перевод
и поиск носителей для вычетки на сайтах языкового обмена. Освоить все языки, с которыми вы будете взаимодействовать, я думаю, нереально. Тем не менее, понять основы возможно. Для этого подойдут специализированные статьи, бесплатные вебинары, самоучители и карточки. Уже такой подход может поднять ваше ОСО на качественно новый уровень. Общение с носителями языка – отдельная увлекательная тема. В таком общении можно узнать интересные слова и выражения, дополнив свой аудит рынка. Здесь я скажу, что стоит вопросы задавать как можно уже. То есть не расскажи о своей культуре, а какие мифы ты знаешь. Уточняйте всю информацию в интернете. Так пазл за пазлом сложится картина. И не относитесь к общению как «спросил, забыл» следующий. Выстраивая дружеское отношение, к вам будет больше доверия. А вы, в свою очередь, будете больше узнавать о жизни нового друга в его стране. Заключительный шаг адаптации – это адаптация саунда в видеокреативах. Разработчики относятся со скептицизмом к этому, а зря. Грамотный саундтрек увеличивает конверсию. К тому же ОСО-специалист не задумывается об этом при локализации. Меняет текст, музыку оставляет. Меняет видеоряд, музыка прежняя. Выходит на новый рынок, не адаптирует звучание. Различные этнические инструменты, гармонии, тональности. Тут много нюансов, которые дадут новые возможности для продвижения. Главное – их использовать. В заключение хочу напомнить, что в описании будет шаблон, который упростит работу с моей моделью 5А. Скачивайте бесплатно, без СМС и регистрации. И читайте гайды по локализации в блоге Асадеск. Всем ОСО!